Жарко. Очень жарко. Руки вгрызлись в дермантин старого мотоцикла. Успеть на последний паром. Нестерпимая пыль и повсюду незнакомые лица. Камбоджа. Коронг. Успеть сбежать из этого хаоса. Тук-туки, рисовые поля, изгиб дороги, снова тук-тук и снова незнакомые лица. Нужно успеть на паром. Успеть всплыть из смрада за глотком свежего воздуха на остров Свободы. Гавайи, Мальдивы, Сейшелы, Канары, Борнео – все это синонимы рая и блаженной жизни на земле, предел мечтаний для людей, живущих вдали от моря. Крики чаек, шум прибоя – это те места, где каждый из нас ощущает себя как дома, искренне не понимая, как он вообще живет в своей будничной жизни вдали от таких островов, закатов и теплого песка. Почти каждый здесь готов остаться навсегда. Готов, потому что знает, что здесь безопасно, тепло, вкусно и беззаботно. Но что ожидать от острова, название которого переводится как «убежище», рядом со страной, синоним которой нищета, страной, где царит хаос, коррупция, грязь и уныние. Для меня это был прыжок в неизвестность. Спустя почти 200 дней вдали от дома я бросил машину на берегу, взял рюкзак и отправился навстречу приключениям. Снова спешить. Еще немного. Набережная, пирс, лодка, соленый брызг в лицо. Успеть до заката. Найти ночлег на острове. Уже рядом. Ну что, все живы-здоровы? Слава богу, добрались без приключений. Попчик немножко, наверное, поболит еще сегодня ночью. Немножко. Остров Коронг – второй по величине остров Камбоджи, расположен в Сиамском заливе в 25 километрах от курортного города Сиануквиль. Ронг является самым большим из островов у побережья, имеет вытянутую форму и занимает площадь 78 квадратных километров. Рельеф преимущественно холмистый, наивысшая точка – 317 метров. Остров практически полностью покрыт джунглями, испещрен ручьями и насчитывает несколько водопадов. На Коронге расположено 23 пляжа разной длины и окраски песка, от белого до бежевого и даже розового. Длина всех пляжей острова составляет 43 километра. Пляжи отделены друг от друга утесами, которые придают острову живописные виды. Его прибрежные рифы являются домом для разнообразной морской фауны. Центр острова представляет собой плато, соединяющее два горных массива. Основными растениями на острове являются кокосовые и масленичные пальмы. Заселен Коронг сравнительно недавно. Во время режима красных khmerов остров вообще был необитаем. После был закрыт для людей и находился под управлением Королевского военно-морского флота Камбоджи. И лишь в 2000 году на острове появились первые деревни. Всего их 4. Подавляющее большинство населения острова живут за счет рыбалки, остальные занимаются сельским хозяйством. На острове отсутствует дорожная сеть. Большинство проселочных дорог, уходящих от побережья вглубь, вырублены браконьерами и заканчиваются тупиками. Центральная часть острова не заселена. Единственный транспорт на Ронге – водный. Мне же этот остров запомнился сетью троп, соединяющих разные очаги цивилизации
и разнообразием странных людей со всей планеты, которые переплелись в моей истории самым чудаковатым образом. Но давайте по порядку. И сначала я покажу место, которое стало моим домом на это время. Если уж окунаться в экзотику, то по полной. Вообще, на Коронге каких только способов проживания нет. На любой вкус и бюджет. Можно даже арендовать гамак или палатку на поляне. Но когда я увидел возможность пожить буквально в домах на дереве, я ни секунды не раздумывал. Это же мечта детства, да еще с таким видом и в 3 метрах от моря. Этот домик стоит порядка $50 за ночь, что очень дешево по отельным меркам. Но, учитывая, что на острове очень жарко и вместо кондиционера только вентилятор над кроватью, а ночью, встав в туалет, можно наступить на зазевавшегося геккона, а то еще кого покрупней, ведь стены-то не до самой крыши, то становится понятно, что цена адекватная. Так вот, 2 недели в таком домике – это $700. И вот тут я хотел бы снова вернуться к самому популярному вопросу. Так сколько ест Хаммер? Да вообще не важно на самом деле. Когда 1,5 года живешь по отелям, гестхаусам и в таких вот замечательных локациях, то расходы на бензин совершенно ничтожны по сравнению с расходами на проживание. Справедливости ради, все это время Желтый стоял на большой земле и просто ожидал меня. И ничего не ел. Ах, ну какой вид, а? Пожалуй, лучший за все путешествие. Весь остров – это одна большая деревня. Я не успел забросить сумку с вещами в бунгало, как тут же мне нашептали, что этот остров непростой. Для того, кто открыт всему новому, здесь запрятано множество источников новых ощущений. Стоит только осмотреться вокруг. И я решил осмотреться. Тропинки, линии прибоя, джунгли, снова тропинки. И вот я нахожусь в самом эпицентре по изготовлению смузи на планете. Десятки видов свежайших экзотических фруктов буквально с дерева замешиваются у тебя на глазах. И все это всего за $1. Эту тетушку знает, наверное, весь остров. По утрам к ней стягиваются, чтобы прийти в себя после ночных рейвов. А по вечерам приходят, чтобы закинуться витаминной дозой энергии на предстоящую ночь. Когда жарко, вообще не хочется есть. А если рядом делают такие коктейли, то и вообще можно стать фрукторианцем. Но с ее слов на острове есть напитки и поинтересней. И посоветовал найти одного бельгийца, промышляющего наливками. Равке Комба, бельгиец французского происхождения. Владелец барчика, единственный товар в котором настойки собственного производства. Настаивает пару месяцев и наливает всем заблудшим душам. В Камбодже от кхмерской женщины у него родился сын Максим. После того, как она его бросила вместе с сыном, он осел на острове. И вот уже несколько лет его единственное занятие, помимо воспитания сына, это собирать фрукты и разливать ром. Passion fruit и ром. National Geographic. В тот вечер я брел по берегу в закатном солнце и думал о том, что я все-таки счастливый человек, благодаря судьбу за это. И дело было совсем не в выпитом роме. День за днем я просто не мог надышаться свободой. Это были, безусловно, одни из самых приятных впечатлений за все путешествие. Я все гулял по острову, дышал соленым морским ветром и все размышлял. А что если именно здесь, именно в таких местах мы и есть настоящие? Ведь именно здесь и хочется жить.
Хочется солнышка, улыбок. И здесь всегда все непременно улыбаются, глядя тебе в глаза. Что если именно здесь и есть настоящая жизнь? А там, дома, где суета, переулки, друзья только по выходным, карьеры и страховки – это все декорации. Непонятно кем придуманный и непонятно для чего усложненный мир. Что если эта жизнь в стрессе, это погоня за мнениями, все это большой-большой обман, в который нас окунает с детства, даже не спросив разрешения. Озабоченный такими размышлениями, я задумался. Тогда, может быть, местные обитатели острова должны знать ответы на мои вопросы. Люди, которые живут здесь без небоскребов и эскалаторов, счастливы ли они? И я отправился на поиски людей, которые могли бы привести меня к местным аборигенам. Знакомьтесь, Адам, предприниматель и экоактивист из Австралии. Несколько лет назад решивший начать все с нуля. Оставил дом и продал бизнес, чтобы отправиться на остров в далекую Камбоджу. Организовал бюро приключений и изучает остров не только с воды, но и под водой, а также в трекинге по джунглям. Взяв с собой еды и воды побольше, утром следующего дня мы отправились на лодке на дальнюю часть острова. We stop here and then we walk the rest of the way in and we will meet the boat a little bit later on. But it does also give me an opportunity to explain some of the things you're seeing around Koh Rong that people don't understand and don't fully appreciate to take time to learn. What you're seeing here is clearly a problem. We all know this. It's a litter issue and most of it's plastic, as you can see. So why? What's going on here? Is it this village? Is it our island? Is it Cambodia? Actually, yes, but also more. Currently we are located in the Gulf of Thailand. So the Gulf has this massive land area that's around it. So the waters within the Gulf can end up circulating and never really exit the Gulf properly. You throw rubbish into that kind of an environment and that rubbish can stay in there for years and years and years. На острове расположены 4 деревни. Кохтуть в юго-восточной части, Пре-Свай и Доем-Кхео на севере и северо-востоке и Сок-Цан на северо-западе острова. Подавляющее большинство населения острова, около 70%, живут за счет рыбалки, остальные занимаются сельским хозяйством. В последнее время все больше людей заняты в быстро растущем туристическом секторе. Наиболее развитая в этом плане деревня Кохтуть. Главная достопримечательность – буддийский храм, полностью построенный на пожертвования неравнодушных людей. Размеры взносов каждого даже указан под ликами святых и картинами храма. 250, 300, 500 долларов – относительно небольшая сумма, чтобы попасть в сердце целого народа на долгие времена. Еще из примеров человеческой добродетели небольшая школа, построенная одной норвежской семьей дара этой деревни. Очень запомнилось, как местные предложили поработать в школе хоть недолго, неважно кем – учителем английского, труда или физкультуры. На Коронге острая нехватка преподавателей, и детишкам на радость и в пользу будет любое общение, даже с человеком, уже просто получившим образование.
Я провел в деревне почти весь день. Побродил между домов и попил с местными чаю. Мне показывали, как растет кешью, и рассказывали про свои уловы рыбаки. Здесь кипела своя жизнь. Повсюду бегали дети, куры, собаки. И только старая бабушка, продававшая масло кокосовой пальмы, тихо сидела в сторонке и улыбалась прибывшим. Безусловно, у них были какие-то свои проблемы. Но я также видел, что все они были счастливы. Это было так очевидно, что мне было даже неловко их об этом спрашивать. И мы отправились дальше. На обратном пути мы проезжали место, о котором я просто не могу не рассказать. Это два маленьких частных острова, соединенных небольшим деревянным мостом. Еще 20 лет назад они были необитаемыми. Супружеской паре из Австралии Рори и Мелити Хантер, проводя в Камбодже медовый месяц, так полюбились эти места, что местные предложили сдать им эти острова в аренду на 99 лет всего за $15 000. Пара уехала к себе в Австралию, где взяла кредит в банке, на который построила за пару лет здесь один из лучших бутиковых отелей. Это клубный отель Ко Сонг Са. На одном острове 27 бунгало и несколько общих строений. На втором только пешеходные тропинки и места для экзотического отдыха. Здесь царит полное умиротворение и единение с природой вдали от чужих глаз. Идеальный затворнический отдых. Ведь острова эти частные, и не каждого, кто может себе даже позволить оплатить довольно дорогое проживание здесь, сюда еще и пустят. Именно за эту уединенность отель так и полюбили знаменитости со всего мира. Ко Сонг Са настолько элитный, что на нем не проживает никто, кроме гостей. Даже обслуживающий персонал привозит и увозит на лодках с соседней земли. Электричество на острове дают большие генераторы, а чтобы они не загрязняли воздух и не шумели гостям, они были установлены также на соседней земле, откуда по морскому дну к отелю были проложены кабели. Всех гостей встречают в Сиануквиле, после чего на вертолете привозят на ближайшую землю, откуда на катерах доставляют на острова. Это также включено в стоимость проживания. Хотели бы пожить в таком раю? Напишите в комментариях, что бы вы взяли с собой на такие острова, для того чтобы ваш отдых был идеальным. Авторов наиболее интересных комментариев я буду публиковать у себя в Инстаграме в сторизах. This is a black sea urchin, Diaderma. There are many types of sea urchin around the world, and actually many of them are edible as well. But why do I do this when I've just told you not to handle any marine life? It's actually to bring away some of the fear that you guys have, and from doing stuff like that. People do fear them. What I want to prove to you guys is with a little bit of knowledge. That is my fault. I told you all, if you choose to touch, it is your own risk. Но самое интересное было позже, когда Адам раздал всем удочки, чтобы попытать свою удачу. И что же вы думаете? Я оказался единственным счастливчиком, у кого случился улов. Правда, это была иглобрюхая рыба-шар. Она несъедобная, и ее пришлось отпустить. Но вернемся на цивилизованную часть острова. Если так можно назвать нашу цепочку пляжей с бунгало и кафешками вдоль берега. К этому моменту я уже почти неделю жил на Коронге. Научился ориентироваться на нем, нашел места с самой вкусной и недорогой едой, вдоволь накупался, порыбачил, посмотрел, как живут местные. Настала пора окунуться в ночную жизнь острова, ради которой сюда и приезжает большинство. Устроено это таким образом. Весь берег разбит на пляже. В течение недели каждый день проводится крупная тематическая вечеринка на одном из них. Регги-вечеринка в скай-баре, попсовые танцульки в гнезде, кислотная рейв-вечеринка на пляже с говорящим названием Police Beach и еще несколько в таком вот духе. В общем, праздник каждый день. И каждую ночь тусовая часть гостей острова мигрирует с одной его части на другую, тусят до утра, встречая рассвет.
Очень это необычное ощущение, скажу я вам, перемещаться по темным тропам, освещая дорогу телефоном, и натыкаться то тут, то там на таких же, как и ты, светлячков посреди джунглей. Для того, чтобы понять, что сегодня ночью происходит на острове и куда мне стоит направиться, мне нужно было найти языка. Сейчас я расскажу вам совершенно анекдотичную историю. На острове интернета почти нет, и ловит он только в определенных местах. Так вот, вечером я стал собираться на Полис-Бич и решил сначала списаться со своими новыми островными знакомыми. К этому времени методом тыка я уже нашел место, где он ловил недалеко от моего жилья. Это был небольшой пятачок на пляже, метрах в 100 прямо в линии прибоя. Чтобы было комфортнее в стремительно вечереющее время в незнакомом месте, я включил на телефоне фонарик. Так с ним и проразговаривал, окруженный этим небольшим светом. Обсудив все, что хотел, я решил позвонить в Москву и увлекся. Минут за 30 телефон мой полностью сел, связь и свет отключились, и я с непривычки погрузился в полнейший мрак, как будто глаза выкололи. Я смекнул по памяти. Идти метров 100 вдоль кромки воды до рыбацких лодок, которые ссохли на берегу. От них направо, еще немного вглубь, и я на месте. Так как стемнело недавно, и я шел по воде, то даже иногда удавалось что-то разглядеть вокруг. Я прошел больше, как мне показалось, но лодок все не было и не было. И уперся в линию леса, откуда выходила тропа. Я подумал, что, возможно, я неправильно помню окружение, и надо все же дойти до этих чертовых лодок. Я нырнул в джунгли, и в последних лучах света пробежал метров 30 или 40, и выскочил снова на берег. Там я остановился. Что-то точно пошло не так. Дальше никуда не было смысла идти. Окончательно солнце село и стало не видно низги. Шагами я отмерил пространство и понял, что это пятачок берега где-то 10 на 10, окруженный лесом. Все, что я видел, это легкий отблеск луны в плескающейся у берега воде и коридор из камней, уходящих в море. Я, хоть человек и взрослый, признаюсь, немного запаниковал. О том, чтобы вернуться через джунгли, даже и мысли не было. Я знал и про змей, и про всякую такую ерунду, которая там водится. Меня бы точно хватил инфаркт, если в темноте что-то бы коснулось моей головы. Даже случайно веточка. На самом пятачке находиться тоже было неприятно, так как бог его знает, кто там может выйти мне из джунглей ночью. Я нашел какую-то палку на песке и, вооружившись ею, не отпускал ни на секунду. Забегая наперед, я скажу, там я провел 1,5 часа. То примеряясь к черному туннелю в джунгли, то заходя по пояс в воду в надежде обойти камни и выйти на берег с другой стороны. Но это было еще более страшно. В какой-то момент, стоя в воде, я замер и обалдел. Я стоял в окружении светящегося планктона. Его видно обычно только когда полная темнота. Это потрясающее зрелище. На минуту я даже забыл о том, как я был напуган. А решилось все так. Я заметил, что если попытаться включить разряженный телефон, то он буквально на секунду моргнет маленьким белым яблоком на экране. В кромешной темноте этого было достаточно, чтобы видеть на шаг вперед. Я стучал палкой по земле и по деревьям вокруг, когда шаг за шагом, мучая телефон, пробирался по тем местам, где должна была быть тропинка. И выйдя наконец с другой стороны, я вздохнул с облегчением. Каким-то чудом я оказался у нужного дома и, забыв про свои мысли о дискотеках, провалился в сон. Меня очень не рассмешила причина, по которой это случилось со мной. И понял я это наутро. Оказывается, пока я болтал по телефону, был отлив. И вода медленно отходила. И когда я шел по берегу, ожидая споткнуться о лодке, я их, естественно, прошел мимо, потому что новая линия отлива ушла в море метров на 20. Я в итоге прозевал свой поворот. Ну а дальше вы все знаете. Такая вот история. Хоть планктон посмотрел. Вот на этом куске пляжа я провел 1,5 часа ночью без света. Расскажу и еще одну историю. Когда я с Адамом исследовал другую часть острова, там, где живут местные аборигены, мы в группе обменялись контактами на случай, если разберемся или потеряемся. Так вот, через пару дней после этих событий мне на WhatsApp пришло сообщение.
The internet now is not very good, okay? But I'm here. I'm waiting, okay? Okay, I can see you. You are on the way, but I don't wanna move because maybe I will lose the internet. Было нестерпимо жарко, и я очень спешил, так как скоро могло стемнеть, и телефон тоже мог сесть. И тогда найти кого-то будет совсем проблематично, а ночевать в джунглях – то еще приключение. Она отправила мне геометку, после чего я сказал ей не двигаться, время от времени прося ее покричать что-то, вдруг я услышу, ведь метка в таких условиях очень приблизительна. Я спешил еще и потому, что боялся и сам там застрять, если не успею найти ее вовремя. If you are coming here, maybe you have to let something down for don't lost, I don't know. Oh my god, I'm really stupid. Есть, конечно, вещи, которые, если бы я освещал полностью в своем блоге, я думаю, он бы имел дикую популярность. Потому что, например, сейчас я иду с пляжа через джунгли спасать девушку-испанку, испанку-румынку, которая пошла одна через весь остров на Лонг-Бич, одинокий длинный пляж, и заблудилась. Она, наконец, нашла место, где можно послать сообщение, и попросила о помощи. Спустя какое-то время я, наконец, сначала услышал ее, а потом и увидел. Всю зареванную и исцарапанную. Okay, so we're almost on the way. На мой вопрос, как она сюда вообще попала, она сказала, что шла по тропе через остров на другое побережье и заблудилась. Так я спас испанку из Мадрида, которая несколько месяцев путешествовала по Юго-Восточной Азии одна с рюкзаком. И уже на следующий день уехала во Вьетнам. Такая вот история. К слову, другая сторона острова оказалась просто потрясающей. Стоило всех этих приключений. Это был берег, который граничил с океаном. Вода здесь была невероятно красивого бирюзового цвета, а волны во много раз сильнее, чем те, которые били на той части острова, что смотрит на залив. Этот океан и сумасшедший вид был как глоток воздуха. Я так ему обрадовался, что несколько раз заходил далеко от берега и просто кувыркался от радости. Хотелось какого-то единения со стихией, чтобы волны тебя пошвыряли, что ли, чтобы этой водой напиться как-то. Хотелось стать просто частью океана, чтобы он прошел сквозь тебя. Это сложно описать словами, это просто незабываемо. Такая там мощная энергетика. Но, увы, там было и то, что сильно омрачало картину. Пляж этот был диким. Там не было ни отелей, ни кафе. И убираться тоже некому. И волны день за днем выбрасывали на берег все то, что плавает в океане. Местами Лонг-Бич напоминал просто свалку, хоть и экзотическую. Какие-то медицинские бутылочки, пакеты, рыболовные буи и сети. Кстати, знаете, что почти половина всего мусора в мировом океане – это брошенные рыболовецкие сети. В общем, удручающее зрелище. Теперь стало все на свои места. Понятны и слова Адама, рассказывающего об экологической катастрофе побережья, и объявления, встречающиеся на барах, где предлагали бесплатное пиво в обмен на мешок собранного на берегу мусора. В общем, это произвело большое впечатление на меня. С тех пор проблема пластика в моей голове обрела вполне конкретную картинку. На обратном пути нам уже не пришлось идти снова через джунгли. Через пару часов нас подобрал Кхмер на своем скутере и тропами по набережной вернул к пирсу. На прощание испанка мне посоветовала отправиться вечером в место, где точно соберется весь остров. Остатки дня ушли на то, чтобы прийти в себя и наконец поесть. Вечер обещал быть длинным. Мы добрались наконец в глубине острова до одного клуба, где Паша будет играть сет.
может быть, Паша будет играть, может быть, нет. Здесь обалденный песок, но по нему постоянно ползают какие-то то мошки, то муравьишки. Я, конечно, обрызгался весь. И, говорят, надо остерегаться песчаных блох, потому что от них адски чешешься. А еще какие-то черви есть, которые через кожу заползают и плодятся на органах. Это, конечно, караул, и не дай бог такое нарваться. Сейчас вот я это все сказал вслух и решил еще раз побрызгать. Рассвет после пляжной вечеринки стал моим последним воспоминанием об этом удивительном месте. Доброе утро. Самое доброе утро. Две недели пролетели незаметно. Теперь я знаю, что где-то в Камбодже, на острове Коронг, есть небольшое кафе White Rose. Там собираются искатели жизни и коллекционеры стран со всего мира. Там случаются чудеса и совершенно не течет время. Пароль от Wi-Fi в этом кафе как-то совершенно выбил меня из реальности. Такая большая и в то же время простая мудрость в совершенно неожиданном месте, среди экзотических пальм и на берегу океана. One life, no fair. Одна жизнь — это несправедливо.